Чтобы закончить обсуждение простейших свойств конечных пределов последовательности, нам осталось рассмотреть еще один важный вопрос. Как переход к пределу влияет на неравенство? Вот мы такой заголовок и напишем. Переход к пределу в неравенствах. Переход к пределу в неравенствах. Вот эти свойства оказываются очень полезными при изучении других вопросов, при доказательстве различных фактов, связанных с пределом. Теорема. У нас есть две последовательности xn и yn. xn сходится к a, yn сходится к b. И мы знаем, что начиная с некоторого номера, который я обозначил n0, натуральное число, начиная с некоторого номера, для всех остальных номеров, которые больше номера, выполняется оценка xn меньше или равно yn. Можно ее обозначить звездочкой. Это самая главная оценка в нашем условии. Так что, видите, здесь три условия. Во-первых, что последовательности являются сходящимися. И во-вторых, что начиная с некоторого номера, xn меньше, чем y. Что происходит в начале последовательности, не важно. Это никак на утверждение теоремы не повлияет. Если это выполняется, что эта теорема утверждает тогда? Легко догадаться, мне кажется. Что А меньше или равно. То есть, если перейти к пределу вот в этом неравенстве, ведь когда мы переходим к пределу, когда x стремится к бесконечности, то xn будет стремиться к А, yn будет стремиться к b. Так вот, если перейти к пределу, то неравенство сохранится. Неравенство сохранится. А будет меньше или равно b. Обязательно. Доказательство. Эту теорему тоже удобно доказать, используя определение предела последовательности на языке окрестности. И докажем мы ее, как и самое первое свойство о единственности предела, от противного. Значит, доказательство от противного. Пусть не выполняется это соотношение. То есть пусть А строго больше B. Мы покажем, что в этом случае мы придем к противоречию. Это будет нарушать какие-то условия нашей теории. Так. То есть, если А больше Б, то вот это у нас где-то Б, вот это у нас А. Разные точки. Если точки разные, то, как и в первой теореме о единственности последовательности, мы можем выбрать окрестности, не пересекающиеся. Вот эта окрестность точки B, это окрестность точки А. Они не пересекаются. У B пересечение у А равно пустому нолю. И вот отсюда мы сейчас и получим противоречие. Давайте запишем определение предела последовательности для исходных последовательностей xn и y, выбрав в нем вот эти вот конкретные окрестности. С чего начинается определение на языке окрестности? Для любой окрестности выполняется то-то и то-то. Вот мы выбрали какую-то окрестность, и вот для этой окрестности, давайте начнем с А. Для этой окрестности существует такое число n. Чисел n не будет много, это уже второе, так что я индекс буду использовать, n1 натуральный.
для любых n больших n1 элементы последовательности принадлежат окрестности, вот этой окрестности О. Это справедливо для любой окрестности точки А. Ну, в частности, вот, это справедливо для той, которую я выбрал, которая не пересекается с этой окрестностью. Далее, аналогично. Вот взяли мы эту окрестность B, выбранную нами специально. Для нее, в силу сходимости Y, найдется такое N2, что для любых n больших n2 yn принадлежит u. Что мы теперь сделаем? А теперь мы возьмем n без всякого индекса как максимум из трех чисел. Из n0, n1 и n2. И рассмотрим, что будет происходить для n больших n большого. Если n больше n большого, значит оно будет больше и n0, и n1, и n2. Так? Поэтому, во-первых, мы имеем, что xn принадлежит OA, потому что n больше n1, n больше n1. Во-вторых, мы видим, что yn принадлежит UB, потому что n больше n2, n2. А в-третьих, вот это неравенство выполняется. xn меньше или равно yn, потому что наша n больше, чем n0. Все эти три факта выполняются. Могут они одновременно выполняться? Это получается, что, смотрите, вот тут находится yn где-то. Вот где-то здесь находится xn. И тем не менее мы требуем, чтобы xn было меньше или равно y. Этого просто не может выполняться. Если у нас эти точки лежат в окрестностях, которые не пересекаются, и, видите, окрестность B находится левее, чем O, то тогда это неравенство не может выполняться. Так что эти три факта являются противоречивыми утверждениями. Все вместе они выполняться не могут. Противоречивы. Если выполняется первые два, то не может выполняться третий. А по условию это как раз выполняется. Мы получили противоречие, потому что мы сделали неверное предположение. Мы предположили, что А больше Б. Значит, это предположение неверно, раз оно приводит к противоречию. Значит, верно противоположное. Значит, верно противоположное, что А меньше или равно. Я вам советую сравнить доказательства этой теоремы и теоремы о единственности предела. И посмотреть, что там общего, а что там немножко отличается. Да? Там общее начало. Общее начало. А в конце мы получаем противоречия немножко разными способами, потому что у нас разные условия. Там мы предполагали, что есть два разных предела одной и той же последовательности. Здесь нам по условиям известно, что две последовательности удовлетворяют такому неравенству. Ну и, значит, в конце мы должны как раз именно это использовать. Ну, вопросы, что непонятно в этом доказательстве, пока все еще написано на доске. Можно было бы эту теорему доказать и на языке эпсилон n, но мне кажется, что на языке окрестности это немножко нагляднее будет. Вот эта картинка сразу демонстрирует основную идею. Да? Еще раз повторяю, какое мы противоречие получили. По условию xn меньше или равно y. Из этой картинки видно, что этого быть не может.
не может xn быть меньше или равно y, если они располагаются вот так вот в этих окрестностях. Ну хорошо. Обращаю ваше внимание, что вот эта оценка, она должна выполняться только начиная с некоторого момента. Что происходит на начальных участках наших последовательностей, никак не влияет на предел. Мы можем просто эти начальные участки выбросить и рассмотреть все, что останется, и все равно предел будет тот же самый, правильно? Так что любое начальное количество элементов нас при изучении предела не интересует. Хоть мы миллион элементов выбросим, все равно у нас останется бесконечное количество элементов, и предел будет тот же самый. Мы не можем выбрасывать бесконечное количество элементов, потому что это повлияет на поведение. Последовательности именно вот в отношении предела. А конечное можем выбрасывать какое хотим. Замечание к этой теореме. Если изменить условия звездочка на строгое неравенство, то как вы думаете, в утверждении тоже можно написать строгое неравенство? Оказывается, что нет. Даже если для элементов двух последовательностей, начиная с какого-то номера, выполняется строгое неравенство, при переходе к пределу в этом неравенстве все равно мы обязаны писать меньше или равно. Иногда, конечно, А будет меньше Б, да. Но иногда все-таки эти пределы могут и совпасть. И это очень важно. Простой пример. Собственно, может, вы его приведете. Пример, который показывает, что если для элементов последовательности выполняется строгое неравенство, то предел не обязательно будет удовлетворять строгому неравенству. Да. Ну, пусть это единица, наверное, минус единица, наверное. Да, замечательно. Минус единица, наверное, и единица, наверное. Разумеется, здесь выполняется строгое неравенство. Но когда мы перейдем к пределу, и то будет стремиться к нулю, да? Поэтому понятно, что здесь строгое неравенство писать нельзя. А не строгое можно. 0 меньше или равен нулю. Это правда? А можно еще такой пример привести. Смотрите. Единичка на n квадрат и единичка на n. Так? Если n равняется единице, то они равны. Но начиная с n равного двойке, разумеется, единичка на n квадрат будет меньше, чем единичка на n. Да? То есть все условия теоремы выполнены. Найдется такой номер, начиная с которого выполняется вот такое неравенство. Причем строгое. Но опять же, переходя к пределу, мы получим и там номер. Хорошо. Вот такое замечание. Значит, в пределах всегда приходится писать не строгое неравенство. Теперь еще один факт, еще одна теорема о переходе к пределу. Ну давайте, теорема 2. Эта теорема 2 еще носит неформальное название интересное. Называется эта теорема о двух полицейских. Теорема о двух полицейских. Сейчас мы догадаемся, почему. Наверное, догадаемся. Вы спрашиваете, что? Строится предположение о том, почему он так называется. Ну хорошо. Продолжайте строить предположение. В данном случае мы рассматриваем три последовательности. Известно, что начиная с некоторого номера n0 выполняется тройное неравенство. xn меньше или равно yn меньше или равно z. И кроме того известно, что крайние последовательности, то есть xn и zn, не просто
имеют предел, а они имеют один и тот же предел. Сходятся к одному и тому же числу, когда n стремится к бесконечности. Тогда утверждается, что средняя последовательность тоже сходится, причем к тому же самому пределу. Значит, вот это условие, состоящее из 3 частей, начиная с некоторого номера выполняется тройное неравенство, двойное неравенство, да? И крайние члены этого неравенства имеют один и тот же предел. Тогда обязательно средний член этого неравенства тоже имеет тот же самый предел. Вопрос, где полицейский? Причем, ну, так, какие вы не догадываетесь. Причем мы, видите, заранее даже не предполагали, что YNT сходится, да? Мы не знали ничего об этой последовательности, кроме того, что справедлива такая оценка. Что мы одновременно доказываем, что она является сходящейся, и сразу еще получаем предел. Ну, смотрите. Это нарушитель, это 2 полицейских. Они идут в один и тот же полицейский участок. Где окажется нарушитель, когда они придут в полицейский участок? В полицейском участке. Нет. Ну, это... Будем считать, что он тоже окажется в полицейском участке. Вначале он там окажется в любом случае. Вот, так что такая вот интерпретация данной теории. Рано или поздно, конечно, на волю окажется. А то как-то уже очень грустно будет. Если он там проведет всю оставшуюся жизнь. Правда? Доказательства. А вот эту теорему мы докажем на языке эпсилон. На языке эпсилон. Давайте напишем, что мы хотим доказать. Мы хотим доказать, что YN имеет предел, то есть на языке эпсилон n, что для любого эпсилон большего нуля найдется такой n натуральный, что для любого n большего n yn минус a будет меньше эпсилон. И вот мы должны предъявить вот этот n. Да? Эпсилон совершенно произвольное. А если мы сможем для совершенно произвольного эпсилон написать, как получить n, то мы докажем теорему. Я сейчас, прежде чем начну описывать, как это n получать, я немножко перепишу эту оценку. Оценка с модулем на самом деле сводится к двойной оценке без модуля. Да? Ну, если в 2 этапа сделать, y минус a меньше эпсилон и больше минус эпсилон, это означает, что yn должно быть меньше, чем a плюс эпсилон и больше, чем a минус эпсилон. Ну, собственно говоря, yn принадлежит симметричной окрестности точки А радиуса эпсилон. Вот я это как раз и докажу. Я докажу, что можно будет найти такое n, что для всех наибольших n это выполняется. Для этого, вот только слишком много это место занимает, давайте я это наоборот выше перепишу. Значит, вот что я хочу доказать. Так. Вот это меня интересует. Это меня интересует. А я знаю, что существует предел для xn и для zn. Давайте я это запишу. Вот у меня выбран какой-то эпсилон. Я именно для этого эпсилон и запишу определение того, что у x и у z имеется предел. Значит, я знаю, что для этого эпсилона, для этого же эпсилона, найдется такое n1, что для всех n больших n1, ну что, записать модуль или сразу без модуля? Давайте я сразу без модуля напишу. Xn будет больше, чем a минус эпсилон и меньше, чем a плюс эпсилон. Правильно? Это мы знаем, потому что по условию xn имеет предел. Последовательность xn имеет предел. Для этого же эпсилон, для того же самого, который сразу выбрал, найдется какое-то, конечно,
скорее всего, другое n, не обязательно такое же, что для любого n большего n2 и zn будет меньше, чем a плюс эпсилон и больше, чем a минус эпсилон. Вот это известно. Причем от меня будет интересовать в этих неравенствах только часть. Вот эта часть будет меня интересовать, и вот это будет интересовать. Почему? Потому что теперь, ну опять давайте я это звездочкой обозначу, главное неравенство наше. Вот давайте я с этого неравенства начну, еще раз его запишу, причем в центре доски. Вот так. Я просто переписал это неравенство. Это для любого n, которое больше, чем n0. Да? Вот у меня набор таких соотношений. Все они справедливы. А теперь, как, кстати, и в предыдущей теореме, я вот это n, интересующее меня, выберу как максимум из n0, n1 и n2. И что будет для любого n большего вот этого n большого? Во-первых, поскольку в данном случае n будет больше, чем n0, выполняется это неравенство. Ну, давайте я его еще раз тут напишу. xn меньше равно yn меньше равно z. Значит, это выполняется, потому что n больше, чем n0. Во-вторых, если n больше n большого, то значит n больше и n первого. Значит, это выполняется. Значит, я могу написать еще такую оценку a минус эпсилон. Это потому, что n больше n1. Ну и, наконец, n будет больше и n второго. И значит, будет выполняться это неравенство. Вот это неравенство выполняется в силу того, что n больше n второго. Как обычно, мы получили цепочку, в которой все неравенства одного типа. Какие-то промежуточные элементы можно выбросить. И что остается? Смотрите, остается а минус эпсилон меньше строго xn-того, а xn меньше или равен y-n-того, поэтому это будет меньше строго y-n-того. y-n меньше или равен z-n-тому, а он строго меньше а плюс эпсилон, поэтому y-n будет меньше а плюс эпсилон. И что мы получили? Мы получили ровно то двойное неравенство, которое требовалось доказать. Значит, если использовать все условия теоремы и получить числа n0, n1 и n2, и выбрать из них максимальное, то для этого максимального из трех чисел, для всех n, которые больше этого числа, мы обязательно получим вот такую оценку. Ну а это равносильно тому, что y минус а по модулю меньше эпсилон, то есть в точности то, что требуется для определения предела. Вопросы? Да. Вот там, где было, что мы хотели доказать, нам n большое не совпадает с максимумом. Это ровно то n, которое мы хотели сделать. Я потому их и обозначил одинаково. Да. Вот я сейчас и показал, как мне выбрать n, чтобы для любых n больших этого n выполнялось такое неравенство. Оказывается, надо записать определение пределов для x и z, при этом получить вот эти вспомогательные, они существуют, и вот так выбрать n большой. Видите,
всех теоремах мы, во-первых, должны четко понять, что нам требуется доказать, написать на определение. А во-вторых, мы должны записать в виде, опять же, определений то, что нам дано. То, что нам дано. И посмотреть, как, используя то, что нам дано, получить то, что требуется доказать. Видите, то, что мы хотим доказать, и то, что дано, очень похоже получается. Да? И вот как-то скомбинировав те данные, мы получаем требуемый результат. Еще раз повторяю, для любого эпсилона мы вначале выбираем произвольный эпсилон, для него нужно выбрать n, и вот именно для этого выбранного уже эпсилон мы строим все остальное. Понятно, если мы выберем другой эпсилон, все числа будут другие, но мы тот же самый процесс сможем пройти и опять же получить подходящее. Ну вот, хорошо. На этом мы рассмотрение простейших свойств конечных пределов закончим. И теперь обратимся к бесконечным пределам. Ну, можно назвать так. Бесконечно большие последовательности. Бесконечно большие последовательности. До сих пор мы называли последовательности сходящимися, если они сходились в какой-то конечной точке. И вот у нас была пара примеров, в которых этого не выполнялось. Например, ситуация минус единичка в степени n, мы доказали, что предела нет, потому что у нас около двух точек постоянно группируются наши элементы. Ну, собственно, попадают они или в минус 1, или в 1. У этой последовательности предела нет. Но мы могли рассмотреть еще и такую простую последовательность. n, ну или, скажем, n квадрат. Да? n квадрат. Она тоже не сходится ни к какой конечной точке. Никакой конечной точки. Но она сгущается всего к одному месту. Да? Она уходит куда-то на бесконечность. То есть вот 1, 4, 9, потом где-то 16 и так далее. Можно считать, что эта последовательность имеет предел. Просто этот предел является бесконечным, да, где-то далеко. Где-то далеко. Бесконечных пределов, ну, по крайней мере, два можно рассмотреть. Да, вот это, можно сказать, что последовательность стремится к плюс бесконечности, потому что элементы уходят вправо. А если я напишу минус n квадрат, то это будет, по крайней мере, естественно считать, что у нее предел минус бесконечный. Это, конечно, не определение, это некие наводящие соображения. А как строго определить бесконечный предел? Вот, мне кажется, что здесь тоже нам удобно начать с определения предела на языке окрестностей. Вот как вы считаете, что имеет смысл считать окрестностью точки плюс бесконечность? Интересный вопрос, да? Окрестность точки плюс бесконечность. Когда мы определяли окрестность какой-то конечной точки, мы что говорили? Что это интервал, содержащий эту точку. Ну хорошо. А если у нас именно точка плюс бесконечность где-то там далеко, что можно считать аналогом интервала, содержащего эту точку? Любой луч, начинающийся в какой-то точке конечной и идущий вправо. То есть, вот если это точка А или Е, то это будет луч от Е до плюс бесконечности. Открытое тоже множество. Или, иными словами, все те точки, которые строго больше Е, ну а то, что они меньше бесконечности, это можно и не писать. Да? Вот определение луча. К
содержащего, так сказать, точку плюс бесконечность. А окрестность минус бесконечность. Ну, какую-то еще точку возьмем, f. Мы будем рассматривать все, что находится от нее слева. То есть x должно быть строго меньше, чем f. Или, иначе говоря, рассмотреть интервал минус бесконечность f, не включая f. Вот это получается окрестность точки плюс бесконечность какая-то, а это окрестность точки минус бесконечность. Выбрав другую точку здесь, E1, мы получим другую окрестность. Бесконечно удаленная точка. Самое замечательное, что после этого, после того, как мы это понятие окрестности бесконечно удаленной точки введем, определение бесконечного предела ничем не будет отличаться от определения конечного предела. Просто там были окрестности конечной точки а тут будут окрестности бесконечной точки. Давайте его дадим. Значит, говорят, что последовательность xn стремится к плюс бесконечности, когда n стремится к бесконечности. Вот почему мы здесь не пишем плюс? Потому что номера ни к чему другому стремиться и не могут. Да? А вот вещественные числа могут как стремиться к плюс, так и к минус бесконечности. Поэтому здесь плюс никогда писать не нужно. Ну и так, или так, предел xn, когда n стремится к бесконечности, равняется плюс бесконечность. Я думаю, что вы сейчас и сами в состоянии написать, что это означает на языке окрестности. Для любой окрестности бесконечно удаленной точки плюс бесконечность найдется такое n натуральное, что для любых n больших n большого xn принадлежит вот этой окрестности бесконечно удаленной точки. Иными словами, в эту окрестность попадают все элементы нашей последовательности, начиная с некоторого номера. Только конечная часть элементов, начальных элементов, может оказаться вне. Вот, например, вот здесь, да, если мы возьмем, скажем, вот здесь окрестность, да, которая идет вправо, элемент 1 не попадет, 4 не попадет, 9 не попадет, а 16 уже попадет. И главное, что все остальные попадут. Да? И какое бы мы число не брали в качестве границы нашей окрестности, все равно справа останутся все элементы, кроме какого-то начального количества. Давайте закончим с определением для плюс бесконечности, а потом уже займемся минус. А на языке эпсилон n? На языке эпсилон n. Здесь надо просто вспомнить, что вот как можно записать еще с помощью неравенств условия того, что точка попадает в окрестность бесконечно удаленной точки. Здесь лучше не эпсилон использовать, лучше какую-то большую букву взять, e. Так вот, эквивалентное определение. Эквивалентное определение. Для любого e, для любого числа e вещественного, даже не обязательно больше нуля, может меньше, найдется такое n натуральное, что для любого n большего, вот этого n большого, xn будет больше e. То есть будет попадать в окрестность бесконечно удаленной точки с границей e. И вот это e большое вам подсказывает, что вот тут как раз интересно брать какие-то большие значения e. Вот, например, если взять вот эту плохую последовательность, так,
всего-то две разные точки есть, минус 1 и 1, да? Если взять в качестве e минус 2, то для этого e, конечно, выполняется это условие. И вроде бы это означает, что, может быть, это тоже будет последовательность, которая имеет бесконечный предел. Но это, конечно, не так. Важно, что для любого e. Если я возьму e больше, скажем, здесь, точка 2, то уже для этой окрестности бесконечно удаленной точки ни один элемент нашей последовательности в нее не попадет. Так что, разумеется, эта последовательность не имеет бесконечного предела. Главное, чтобы какое бы я большое e не взял, можно сказать так, как бы я не уменьшал окрестность бесконечности, да, вот все равно я буду в ней находить все элементы последовательности, кроме какого-то начального количества. Ну, давайте отдохнем.